На окраине небольшого города Риверстоун тишину разорвал рев моторов. 4 мотоцикла медленно катились по узкой улице, притягивая взгляды прохожих. Люди выглядывали из окон, не зная, бояться или удивляться. И вдруг из этого шума прозвучал тонкий детский голос. «Дядя, купите велосипед». У дороги стояла девочка лет 6. В руках картонка с неровной надписью «Продаю». Рядом розовый велосипед с корзинкой. Под старым деревом сидела женщина, слишком усталая и бледная, чтобы просто отдыхать. Лидер байкеров, мужчина по прозвищу Рэй, заглушил двигатель. Он присел перед девочкой. «Как тебя зовут?» «Лили», — прошептала она. «Мама давно не ела». Эти слова ударили сильнее любого кулака. Рэй посмотрел на женщину. Ее звали Нора. Когда-то она работала на пищевом заводе корпорации Nordfood, но после сокращений осталась без работы и поддержки. Рэй знал, что такое потерять все. Он вынул деньги, вложил их в ладонь девочки и тихо сказал: «Велосипед оставь себе». Лили улыбнулась так осторожно, будто боялась, что чудо исчезнет. Байкеры переглянулись, они не могли просто уехать. Через полчаса мотоциклы остановились у стеклянного офисного здания Nordfood. Холод, охрана, показная вежливость. Глава компании Мартин Келлер сидел за дорогим столом и раздраженно смотрел на гостей. Рэй положил перед ним ту самую картонку. «Знакомо?» Он спокойно рассказал о Норе и ее дочери. Келлер попытался оправдаться словами о бизнесе и цифрах, но в голосе его дрогнуло что-то человеческое. Байкеры ничего не требовали. Они просто напомнили: за отчетами стоят живые люди. Вечером они вернулись к дому Норы. Привезли еду. Без речей, без условий. Женщина плакала не от горя, от облегчения. На следующий день город заговорил. Газеты писали о внезапной благотворительной программе, о помощи семьям, о бесплатных продуктах. Никто не знал, с чего все началось. Лили снова смеялась, катаясь на велосипеде. Нора устроилась работать в школьную столовую. Люди стали приносить вещи, помогать друг другу. Добро оказалось заразительным. Через несколько дней байкеры уехали. Их путь лежал дальше, туда, где кто-то еще ждал помощи. Рэй сказал напоследок: «Мы не можем спасти всех, но можем начать с одного». И где-то в этом городе навсегда осталась простая истина. Иногда достаточно остановиться у обочины, чтобы изменить чью-то жизнь.